В этом ролике готовлю отличную подборку мясных закусок, каждый рецепт который подобран специально так, чтобы на такой мясной тарелке каждый смог взять для себя что-то по вкусу. Нежное и сочное солнечное куриное филе, пряная и жирненькая свиная шея и особый рулет с куриной печенью, который настолько нежный, что вполне заменит печеночный паштет. Привет, друзья! В этом ролике готовим вкуснейшие натуральные домашние закуски для мясной тарелки на праздничный стол. Целых 3 рецепта в одном видео, будет очень вкусно. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко. Первое на очереди – пастрома из курицы. Готовится это блюдо очень просто, ленивым способом. Список ингредиентов к рецепту сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под роликом. Первым делом готовлю рассол. Соль и сахар необходимо растворить в воде. Чтобы не нагревать всю воду для растворения, а затем не ждать, пока она остынет, я растворяю соль и сахар в небольшом количестве горячей воды и доливаю до литра чистой холодной водой. Так рассол готов к применению сразу. Укладываю куриное филе в емкость и заливаю рассолом, чтобы тот покрыл мясо. Убираю мясо в холодильник на ночь. Просолившееся мясо достаю из рассола и обмакиваю бумажными полотенцами. Параллельно включаю духовку разогреваться до 250 градусов, чтобы она хорошенько раскочегарилась, пока я занимаюсь оставшимися приготовлениями. Чтобы сцепить оба филе, я распластываю мясо, слегка подрезаю, укладываю друг на друга и плотно обвязываю хлопковой ниткой. Можно использовать кулинарный шпагат, если имеется. Готовлю обмазку. Смешиваю масло с горчицей, медом, сациви и куркумой. Благодаря куркуме пастрома получится солнечной. Укладываю обвязанное филе в форму и обмазываю смесью со всех сторон. Отправляю в духовку, разогретую до 250 градусов. Засекаю 10 минут. Через 10 минут выключаю духовку и оставляю пастрому в ней до полного остывания духовки, не открывая дверцу. После того, как духовка остынет, отправляю пастрому в холодильник на 4-6 часов. Очень удобно засолить мясо, например, утром, вечером обвязать, обмазать и отправить в духовку, оставив его на ночь медленно остывать, а утром отправить в холодильник. В целом так процесс занимает считанные минуты, а на столе нежное и сочное куриное филе. Дальше готовлю свиную шею. Это пряное мясо понравится всем, кто любит мясо с жирком и насыщенным ароматом. Список ингредиентов на экране и в описании. Готовлю мясо аналогичным способом, как и предыдущее. Готовлю рассол из соли, сахара и воды и отправляю туда свинину. Так как кусок больше по размеру, оставляю его просаливаться на сутки в холодильнике. После этого свинину обсушиваю кухонными полотенцами и плотно обвязываю. На моем канале есть много разных рецептов закусок, которые отлично подойдут для праздничного стола. Ссылку на плейлист со всеми этими рецептами я оставлю в прикрепленном комментарии. Готовлю обмазку, смешав паприку и луковый порошок, чеснок и кориандр, перец и горчицу. Тщательно обмазываю свинину получившейся смесью со всех сторон и укладываю в форму для запекания. Готовлю свинину при 200 градусах в течение 1,5 часов. Если аккуратно проткнуть мясо, из него должен выступать прозрачный сок. Для контроля устанавливаю термометр в кусок. Мне нужна температура 72 градуса внутри куска. За время отдыха, когда я достану мясо из духовки, его температура дойдет еще до 75-76 градусов. Это температура полной готовности свинины, и для жирного мяса она как раз отлично подходит. Так мясо получится очень нежным, слегка розовым на разрезе и ни одного намека на сухость. Третий рецепт – удивительно нежный рулет с куриной печенью. Печень не переготовлена, она маслянистая по текстуре, и рулет благодаря этому получается тающим. Резать рулет стоит довольно толсто и аккуратно, так как текстура очень нежная. Если хотите получить более плотную текстуру, обратите внимание на сноску в списке ингредиентов, который сейчас находится на экране и продублирован в описании. Куриное мясо и луковицу режу грубо. Измельчаю мясо на мясорубке, установив крупную решетку. Затем устанавливаю мелкую решетку и измельчаю лук. Отправляю в фарш крахмал, соль, перец и яйцо. Тщательно перемешиваю. Теперь нарезаю печень довольно крупно и заливаю ее кипятком. Перемешиваю для равномерного прогрева и оставляю на 5 минут.
Откидываю печень на сито и даю стечь в воде, а затем отправляю к фаршу. Фарш нужно вымешать довольно агрессивно. Если делаете это вручную, то как бы подавите печень слегка, чтобы она стала единым целым с мясом. Я же использую для вымешивания свой кухонный комбайн, установив насадку для замешивания теста. Смешиваю в 2 приема и получаю упругий фарш. Если не вымешать фарш вот так интенсивно, рулет будет распадаться при нарезке. Готовлю оболочку. Я использую полиамидную оболочку для вареных колбас диаметром 75 мм. В качестве оболочки также отлично подойдет хорошая пищевая пленка, рукав для запекания или зип-пакет. Оболочку замачиваю и завязываю края ниткой. Наполняю и утрамбовываю. На формовку, если использовать пищевую пленку или рукав, можно посмотреть в моих роликах с рецептом вареной колбасы и ветчины. Ссылки оставлю. Отправив фарш в оболочку, хорошенько закручиваю край и обвязываю его, чтобы батон получился плотным. Я сделала один батон побольше, другой небольшой коротыш, чтобы его разрезать еще до съемки финальных кадров, оценить и попробовать. Дело в том, что этот рецепт я отрабатывала 4 раза, поэтому переживала больше всего именно за него. Теперь делаю следующее. Кажется, будто заморочливо, но стоит один раз сделать, чтобы понять, что заморочек минимум. Итак, отправляю батоны в большую кастрюлю, наполненную холодной водой. На медленном огне прогреваю воду до 80 градусов. Если нет термометра, то можно следить визуально. Вода при такой температуре уже активно пускает пар и появляются маленькие пузыри на стенках и на дне. Параллельно я включаю духовку на 75 градусов, и когда вода с батонами прогрелась до нужной температуры, переношу кастрюлю в духовку. Лучше уложить на батоны тарелку или крышку, чтобы они находились в толще воды. Держу батоны в духовке в течение 2 часов. Духовка тут нужна для того, чтобы поддерживать температуру воды, а не бегать к плите каждые 15 минут и не догревать ее. Так я отправила все в духовку и занимаюсь 2 часа другими делами, не отвлекаясь. Это очень удобно. По прошествии 2 часов горячую воду сливаю и заливаю батоны холодной водой, чтобы быстро и резко их остудить, после чего отправляю их в холодильник на ночь. Если моя подборка вам понравилась, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, что из этого вы уже, возможно, готовили. А в следующем видео будем готовить вкуснейшие салаты из пекинской капусты. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».